Приветствую вас, дорогие друзья! Мы в прямом эфире. Сегодня я вам расскажу, как приворожить любимого человека, как вернуть любимого человека, как сделать приворот самостоятельно. И будет интересно. Сейчас ночь. Естественно, практически каждый из вас спит. И данный эфир я записываю для того, чтобы вы потом могли к нему вернуться один раз или не один и ознакомиться с той информацией, которая вам обязательно будет полезна. Свои вопросы, если кто-то к нам сейчас подключится, вы можете задать в чате. Также, как вы можете видеть, есть ссылка в описании, там можно поддержать канал. Ну что, давайте приступим. И тема нашего сегодняшнего эфира, я напоминаю, как вернуть любимого человека. Что человек думает, когда он просто к этому обращается? Вернуть любимого человека можно самостоятельно. Можно его чувства вернуть назад, да, то есть можно с ним выйти на диалог, можно как-то задарить его подарками, еще там что-то сделать, и через это в основном все проходят. Можно как-то угрозами пытаться его вернуть, и опять же человек будет думать то, что да, вот сейчас именно тот момент, когда вот я вот сейчас поугрожаю, и потом он вернется. Нет, так не бывает. В основном любая деятельность, которую человек делает в данный момент, она не принесет никакого положительного результата и того результата, который вы хотите от этого получить. Поэтому к чему же человек в итоге обращается? Обращается он у нас, естественно, к астрологии, допустим. Астрология что у нас предлагает? Она предлагает рассказать, вот вы родились там-то, тогда-то, в таком-то знаке зодиака, вот ваша там натальная карта. Это должно было произойти именно в этот момент, в этот день, в это время, там вы должны были там поссориться, еще что-то, какие-то знаменательные события, и вы разойдетесь, как в море корабли, да, а вас эта ситуация не устраивает, и вы хотите вернуться к тому, с чего все начиналось, попробовать заново, там, да, у вас чувство к этому человеку, вы его любите и не хотите его отпускать и терять. И, естественно, так как у вас, скорее всего, не было такого опыта, да, потери именно любимого человека, с которым вы провели достаточно времени, чтобы понять, что это ваше родное, то, естественно, вы сталкиваетесь с этой ситуацией впервые, вы его никогда еще не возвращали, не знаете, как действовать в этой ситуации. И будете обращаться к астрологии, к Таро, да? К Таро вы обратитесь, что вам даст Таро. Я объясню. Если вы хотите приворот сделать через Таро, то сразу вычеркиваете этот пункт, потому что приворотов через Таро просто не существует. Следующее, что может сделать Таро, это рассказать, когда примерно туманно в будущем это произойдет. Плюс оно может сказать, что у вас сейчас происходит. Но это когда мы говорим про профессионального таролога, который действительно специалист своего дела, и у него есть определенные способности. Он может действительно так разложить карты и понять, что в этом раскладе показано ему, и найти ответы на вопросы, которые вас интересуют. Поэтому данный вариант тоже отметается. Вы идете далее. Психология. Психология может вам помочь только в том плане, что она объяснит, какие предшествовали этому событию, что вы сделали такого, в чем вы ошиблись и в чем ошибся ваш любимый человек. Потому что зачастую тот, кто обращается за возвратом человека, в 70% случаев
чем-то виноват больше, чем тот человек, которого он возвращает. Но мы не будем исключать эту ситуацию, когда вы просто можете столкнуться с тем, что человек изменяет вам или еще что-то. Вот. Соответственно, что дальше остается? Так как все варианты, которые вы рассмотрели, то есть договориться самостоятельно, как-то вызвать чувство заново, разбудить этого человека, да, который, возможно, оступается, по вашему мнению, и делает неправильные вещи, что же сделать, да? В этот момент как раз вы и приходите к тому варианту, не знаю, по совету знакомых или там сами додумались, начитались где-то, что существует приворот и существует магическое воздействие, да, какая-то паранормальная сила, которая может исправить эту ситуацию. То есть то, что было по судьбе, вас не устраивает, или ваша судьба была обратиться там, к тому или иному специалисту. Да? И вот самое интересное, какие стадии и какие самые важные ошибки совершает практически каждый, кто обращается к такому решению данного вопроса. Выбор – это первая стадия. Нужно же понять, кто сможет выполнить эту работу, кто поможет вам вернуть любимого человека. Допустим, вы обращаетесь к социальным сетям, каким-то журналам, каким-то видеозаписям, и по знакомым аккуратно поспрашивали. Допустим, вы остановили свой выбор на каком-то человеке. И тут самое интересное происходит. Тут первая ошибка. Ошибка выбора заключается в том, что большинство, процентов 85-90, возврат человека и этот способ приворот, он хочет сэкономить. Ну, в принципе, объективно, да, хочет найти вариант получше и подешевле в то же время. Но на этом как раз он и получает тот самый минус, та самая главная ошибка, которая будет происходить в данный момент. Она заключается в том, что найдется тот человек, который согласится стопроцентный результат предоставить, который согласится сделать эту работу за 3000 рублей, за 2000 рублей и так далее. То есть вариантов огромное количество, каким образом человек придет в руки к мошеннику, в руки к тому человеку, который недобросовестно пытается нажиться на вашем горе, скажем так, на вашей проблеме. И, естественно, ошибка выбора заключается в том, что вы выбираете, где дешевле, вы выбираете, где получить данную услугу быстрее. Приворот за один день, приворот простой, супер быстрый и так далее. Да, вы можете сказать, что ну а как же, я же этого не знаю, да? Вот для этого, собственно, я пишу данное видео, чтобы вы могли понимать, какие самые главные ошибки вас встречают обычно. Вы через них проходите, и рано или поздно, если вы не сходите с этого пути на каком-то из этапов, то рано или поздно вы все-таки вернетесь к тому, с чего начали. И пройдете его правильно. Ошибка выбора. Вы выбрали. Что происходит следующее? Следующее происходит обман. То есть вы заплатили, и либо человек сразу показал то, что он мошенник, и он эти средства, которые вы ему отправляете, там деньги или какие-то драгоценности, там все по-разному расплачиваются, у всех разная ситуация. Кто-то даже квартиру отдает за это, да? Вот. И человек, воспользовавшись этой ситуацией, он просто, что либо вы где-то неправы,
либо нужно еще подождать, либо еще заплатить. Когда вы платите мало обычно, после этого, так, что-то у нас тут опять подтормаживает. Сейчас я посмотрю, что это такое. Вот. После этого что у нас будет происходить? Вы заплатите и не получите результата того, на который вы рассчитываете, потому что вы платите мошеннику. Мошенник, естественно, ничего не делает, просто забирает деньги, вам рассказывает какие-то сказки, и вы на этом останавливаетесь. Все, отлично. Теперь вы ищете следующего исполнителя, потому что вы поняли, вы попали в руки мошенников, надо найти специалиста. То есть еще задача не выполнена, вы понимаете, что уже обратного пути нет, вам все равно этот человек нужен, вы хотите, чтобы он был с вами. Здесь уже на ошибку выбора вы понимаете, что да, так дешево, наверное, это не стоит. Все-таки надо, наверное, платить позже, после результата. И тут следующая стадия мошенников, которые говорят: да, заплати, когда результат будет. И там есть множество уловок, когда работа типа начинается, и потом происходит какое-нибудь событие, скорее всего, с какой-то долей вероятности, которая будет приписана к тому, что работа вот уже, вот она, результат свой показала, пора платить. Вот. И вы, естественно, тоже заплатите и потеряете свои деньги. Поэтому третий этап – это когда вы уже 2 раза ошиблись, и теперь на это все накладывается безумный страх того, что вас снова где-то человек обманет, к которому вы будете обращаться. Что же делать? Да? Спросите вы. Ну, страх есть. И вот когда люди прошли через 2, через 3, через 10 мошенников, обращаются к реальному колдуну и говорят то, что вот у меня проблема, меня обманывали, меня 150 раз уже обманули, я потратил все свои деньги там, и у меня ничего не осталось уже, да, все развели кто только мог, любым способом, потому что этих способов огромное количество. Естественно, это ваша очередная ошибка, потому что тот, кто делает работу честно, он никакого отношения не имеет вот ко всем этим мошенникам. И он в этой ситуации не виноват. И ваш страх является, опять же, вашей проблемой распознания человека, профессионала, специалиста, человека со способностями, который реально может на основании своего опыта, своих возможностей решить вашу проблему. Ну, допустим, ладно, вы все-таки, ознакомившись с огромным количеством информации про этого человека, там, пообщавшись с ним, переписываясь, звоня, видеосвязь, там, или просто вы смотрите там, не знаю, видео Георгия на этом канале, и вы наконец находите такого человека, да, допустим, это Георгий. Вот. Решение. Тут вопрос решения. Что сделать, да, то есть есть разные способы: приворот, с привязкой, без привязки, узда нужна, не нужна и так далее. Вы можете использовать разные варианты. Ну, допустим, вы выбрали просто приворот, и Георгий также вам сказал, что этого будет там на данном этапе, допустим, достаточно. Вот. Следующая ваша ошибка, и это зачастую происходит, это ожидание. То есть вы уже очень долго ждали, и вы не готовы ждать дальше, и вас это не устраивает ситуация. И здесь происходит та самая ошибка, которая называется ожидание. Вы ожидаете, что результат, как вот вам раньше обещали, вот типа сейчас тот настоящий колдун, сейчас он сделает работу и все будет, приворот подействует через там 2 дня, через 3 дня, но такого опять же не происходит, потому что вам изначально говорятся сроки, что работа будет выполняться в течение, допустим, 2 недель, да, а потом на результат еще уйдет 2 месяца.
И вы можете вот эти 2,5 месяца ждать результата, что он наступит через каждый час. Это неправильная модель поведения, и вы должны понимать, что такого не бывает. Только мошенники обещают стопроцентную гарантию вам, оплату после результата. И самое важное, то что за 1 день, за 2 дня, за неделю не делается ни один приворот за такой промежуток времени. Еще некоторые люди, которые с этим никогда не сталкивались, они задают почему-то такой вопрос, вот допустим, а можете вы сделать так, чтобы человек позвонил? Ну вот зачем вам это вообще, в принципе? То есть вы до этого не наговорились со своим любимым человеком, да? Вот он вам позвонить должен, да? То есть как проверка такая своеобразная. Вот. Это тоже бред, это тоже из разряда сказок. Такого не бывает. То есть, и самое главное, то, что от этого нет результата такого, который вам нужен. Человек может вам позвонить, ну и что дальше? Вы с ним поговорите, он опять увидит вас того же человека, которым вы остались, его что-то в этом не устраивало, он чего-то боялся, или что-то ему осточертело, надоело, и он уже больше ничего с вами не хочет, поэтому он ушел. Логично? Следующее, что у нас? Результат. Результат наконец-то наступил. И вы получили своего любимого человека. Отлично. Прошло определенное количество времени, и здесь главное не совершать ошибки, которые совершает каждый второй. Это общение с человеком в момент выполнения работы или в момент формирования того самого результата, к которому мы идем. Когда человек перестал с вами общаться и сам не проявляет никакого желания с вами общение продолжать, с вами отношения выстраивать как-то, хоть какие-то, вы начинаете его задалбливать. И когда вы доходите до уровня, вот все, работа сейчас делается, все, вы считаете, что можете делать сами. Все что угодно, работа же делается, значит, человек там, колдун, который делает данный обряд, он отвечает за результат, он отвечает за все, и на него можно переложить свои ошибки и свою ответственность. В какой-то мере, да, действительно, ответственность, она перекладывается. Но вопрос то, что вы максимально усложняете задачу. И когда вам говорят не звонить, ни в коем случае не выходить первым на связь, не показывать свою заинтересованность вообще в отношениях с этим человеком, вы почему-то этого не делаете. Вы начинаете думать своей головой. То есть ваша же голова к этому и привела, то, что вы сейчас имеете проблему. И вы ее пришли решать при помощи данного человека. Данный человек, как специалист, вам говорит, что делать, и вы делаете абсолютно другое. Это нормально? Нет. Поэтому никогда не делайте того, что вам запрещается на момент становления данного результата, возвращения вашего человека, возвращения его чувств. Потому что сам принцип приворота через куклу Вуду, которую мы сейчас рассматриваем, которую выполняет Георгий, это именно воздействие на человека, на его чувства, то есть вызвать искренние чувства любви к человеку, от которого он ушел. Вот в чем задача состоит. Он сам должен почувствовать, что он изменил свое отношение, что он поменялся, что он ошибся до этого, и когда он ушел, он совершил самую большую ошибку в своей жизни, и ему надо возвращаться назад, воспользоваться любыми способами, чтобы вернуться, да, то, чего мы, собственно, и ждали, и чего вы хотели. И чтобы этот результат наступил раньше, нельзя совершать ошибок. И я уже перечислил достаточное их количество,
чтобы результат не наступил никогда, потому что у всего есть определенные сроки. И если срок давности рассматривать в качестве приворота, то когда мы говорим о работе, которая там 4 года назад был последний секс, и мы там, допустим, общались с человеком, вот там все у нас было хорошо, были отношения, а вот сейчас 4 года прошло, я хочу его вернуть. Но это практически из разряда невозможного. И за такие работы практически никогда никто не берется из настоящих колдунов, шаманов. Поэтому это вы должны понимать. И это самое главное, что вам нужно знать. Далее, вывод какой? Вывод следующий. То, что просмотрев данное видео, человек в будущем, просматривая, сможет ответить себе на очень многие вопросы, не начиная даже этого пути. Если вы к чему-то не готовы, если вы не готовы, в принципе, пройти через все это, определенные затраты финансовые, не маленькие. Это затрата времени, это затрата нервов, там, да. Вот. И тем более поиск того же человека, да, то есть вы можете не найти это видео и просто найти какой-нибудь сайт или инстаграм-профиль человека, который либо вообще ничего не делает, либо делает иллюзию, вид работы, вид помощи. Вот. От этого я хочу вас предостеречь. Лучше, если вы сомневаетесь, не идти по этому пути. Ну, а уж если вы решились, то идти надо правильно и до конца. Также стоит заметить частые вопросы. Вот, допустим, неделя была тяжелая, да, за эту неделю было выполнено много работы, и многие люди обращались с такими вопросами, как вот, что вы будете делать, допустим, задается вопрос Георгию, да, что вы будете делать? Есть определенный перечень того, что можно рассказать, что вы сможете понять, да, а есть такие нюансы, которые просто невозможно понять, не обладая способностями определенными, да, невозможно это даже объяснить, вы это просто не поймете, что там происходит. Поэтому, что будет делать, оно ограничивается именно тем перечнем, который там Георгий, допустим, говорит. И далее задавать вопрос, а как вы будете воздействовать, и что это вы такое будете делать, что-то вы будете говорить, или что-то будете там, не знаю, заливать, поджигать, составлять там. Для вас самое главное, это то, что обращаясь, вы получите результат. Вот важное и самое главное, что вы должны понимать в данный момент. Когда вы получите результат, все, что было до, уже будет неважно. И вы это, как никто другой, понимаете в других сферах жизни. Поэтому следующий вопрос, который вот бывает задают, я у себя тут пометил уже. Гадаете вы на картах Таро или нет? Георгий не занимается картами Таро, никто не гадает. Он видит, как было, как сейчас, как будет в будущем. То есть он просто видит ясно ситуацию из прошлого, настоящего, будущего. Ситуацию с каким-то конкретным человеком, ситуацию со здоровьем, там, ситуацию с карьерой, бизнесом, там, с чем угодно. Именно с тем, что человека ждет по судьбе. По тому варианту судьбы, к которому он сейчас идет. Потому что судьба, она не линейна. Она имеет кучу ответвлений, и все может произойти по-другому. Вы свою судьбу строите изначально. Просто то, что, допустим, видит Георгий, оно на данный момент, исходя из всех ваших поворотов по этому лабиринту жизни, оно ведет вас именно туда. И он может подсказать, где не надо поворачивать, где вы там, допустим,
какой-нибудь твердолобый телец, да, повернете именно вот здесь, с очень высокой долей вероятности. И этого делать не нужно. Это может сказать Георгий и подсказать, как пойти другим путем. Потому что у вас он всегда есть. Всегда есть тот путь, которым вы можете пойти иначе и получить куда лучше, куда больше результат, куда больше удовольствия от жизни, от своей. Поэтому изменить жизнь может каждый. И это ваш выбор, как ее прожить. Вот. А на вопрос, почему так дорого, тут даже нет какого-то нормального объективного ответа, потому что этот вопрос просто глупый. Если человек полностью всю ситуацию понимает, да, если он пытался сам вернуть, не получилось, если он понимает, сколько там затрат сил, времени и так далее, человек, который обладает тем более уникальными способностями, потратит на решение этой ситуации, то тогда он задаст, наоборот, другой вопрос. Почему так дешево? А не почему так дорого? Вы должны понимать то, что вы меняете жизнь человека навсегда. То есть человек не хочет. Человек обращается к привороту, когда он уже сам ничего не может сделать и ситуацию эту исправить. А человек, который от него ушел, он уже принял, он уже решил, что он будет делать дальше. Он уже отказался от вас. И по-другому эта ситуация не должна разворачиваться. Соответственно, вы меняете судьбу этого человека и насильно ему внушаете через Георгия, допустим, вы внушаете ему, как быть, как действовать и что чувствовать. И вы хотите сказать то, что это может стоить 1000-2000 рублей. Но сейчас просто себя услышать надо, чтобы ответить на этот вопрос. Поэтому таких вопросов лучше не задавать. Есть сумма, которую просто человек не может заплатить, и это объективно, да, потому что иногда лучше отпустить и жить своей жизнью, а может быть она у вас и куда лучше будет, чем с этим человеком. Такое тоже бывает. Вот. Следующий вопрос. Почему доставка курьером? Напомню, что кукла Вуду — это, по сути, полная копия человека. Полная копия человека находится в этой кукле. То есть все, что с ним происходит, с этим объектом, с этой куклой, произойдет с этим человеком. И поэтому курьерская доставка именно той службы, которая выбирается Георгием, она проверена. Она доставит куда угодно, что угодно в нормальном виде. Если даже что-то немного повредится или так далее, то все можно исправить. Либо повторно, либо повторно — это крайне редкий случай, либо это незначительно. Потому что кукла выполняется очень крепко изначально. И основные моменты, которые там ни в коем случае не должны повредиться случайным образом, они не повредятся. Переходим к следующему варианту. Вы просто представьте сейчас то, что доставщик пиццы, которая вот вам привозит пиццу, да, а вся начинка в углу в одном лежит, а лепешка в другом. Вот то же самое будет с куклой, если какой-нибудь компании, не специалистом в данной доставке, да, бережной, будет доставлена ваша кукла, вашего любимого человека. Что еще сказать вам напоследок? Любите жизнь, она у вас одна, и вам решать, что и как в ней будет. Поэтому, надеюсь, данное видео было вам полезным, и
будет полезно в дальнейшем. Здесь собрана та информация, которая является оценкой типичного поведения человека, который собрался решить свою проблему, решить свою ситуацию с любимым человеком, с его возвратом таким способом. Обращайтесь только к реальному. Поддержать канал, поставить лайк, подписаться и следить за следующими прямыми эфирами и видео. Мы работаем для вас. До скорого.